Привет, Бим. Привет, Бом! Снова на арене. Ну, это Эва. Это Виталий. Привет, друзья. Привет. Что мы сегодня готовим? Сегодня мы будем готовить традиционное азербайджанское блюдо — фаршированные овощи. Или по-другому. Долма. Если это из баклажан, это бадымджан долмасы. Если это из перцев, это бибер долмасы. Если это томаты, это помидор долмасы. Ну, вообще, все блюда, которые состоят из фарша, они называются долма. Или из того, что мы заполняем фаршем. Да, совершенно верно, потому что тюркский глагол долмак означает заполнять. Ну, более известно даже, наверное, долма из виноградных листьев, очень популярный в Азербайджане и во многих других странах, например, в Греции. И даже голубцы обычные, Да. очень популярные. Это фарш, завернутый в листья капусты. Это тоже долма. Калям долмасы. Калям долмасы. Точно. Ну, ладно, хватит этимологии. Давай Перейдем начнем. к Да. делу. Итак, что мы имеем? У нас 4 штуки баклажанов, 4 штуки перцев, 4 штуки томатов. Причем надо отметить, что по оригинальной рецептуре эти овощи должны быть максимально маленькими. Но мы достали то, что смогли. Да. И нам кажется, что в принципе размеры удовлетворяют основной рецептуре. Да. Исходя из этого количества и размеров, нам понадобится килограмм фарша. Говяжьего. Да, мы взяли говяжий, хотя, в общем, по традиционным рецептам используется баранина, но добавив чуть-чуть масла, все будет отлично, вкусно. Лично я предпочитаю говядину. Так. Что у нас еще к фаршу? Значит, на это количество фарша нам понадобится где-то 300 грамм лука. Репчатого, обычного. Репчатого обычного. Обязательно зелень. Мы используем 15 грамм кинзы и 10 грамм свежей мяты. Кроме этого используем сухую зелень, укроп и петрушку. Так? В принципе, если кому-то не нравится вкус кинзы или вкус мяты, Да, можно использовать любую другую зелень. Вообще не бойтесь экспериментировать. Просто для аромата. Да, для аромата выбирайте тот вариант и тот состав, который вам больше нравится. Ну что, начнем, займемся фаршем сначала. Мы будем готовить блюдо в 3 этапа. Первый этап – это у нас подготовка фарша. Второй этап – подготовка овощей к заполнению. И третий этап – уже соединение двух этих компонентов для общего приготовления блюда. Так. Поехали! Поехали. Сначала нарежем лук. На предварительно разогретую сковородку нальем 4 столовые ложки растительного масла. Высыпаем лук. Обжариваем его, периодически помешивая. Как только лук станет прозрачным, выкладываем на сковородку фарш. Тщательно перемешиваем лук с фаршем. Так, пока мясо у нас тушится, займемся овощами. Да. Я возьму на себя перцы. А я баклажаны. Да, это более сложно занятие. Ну, на самом деле нет. Смотрите. Баклажана отрезаем хвостик. И делаем такой вот кармашек. Достаточно глубокий, но не прорезает дно баклажана. Баклажаны надо предварительно подготовить. Можно отварить их в подсоленной кипящей воде минут 5-7. И перед заполнением мясом выжать из них лишнюю жидкость. Но мы используем другой способ. На хорошо разогретую сковородку выливаем немного растительного масла. Выкладываем баклажаны,
они должны как следует пропечься, чтобы внутри стали мягкими. А я пока попытаюсь разобраться с перцем. Срезаем верхнюю часть, удаляем внутреннюю часть семечками. Стараемся не срезать крышечку полностью. Что, правда, не всегда получается, но это не страшно. Не забываем про баклажаны. Их надо периодически переворачивать. Если они слегка подгорят, не страшно. Обгоревшую шкурку можно потом удалить. Теперь займемся томатами. Срезаем верхнюю часть. Стараемся при этом не отрезать до конца. Мягкую внутреннюю часть томатов собираем в отдельную емкость. Эта часть томатов нам понадобится для фарша. Должны получиться вот такие томатные чашечки с крышкой. Нарежем зелень. У мяты нарезаем только листочки. Стебли слишком жесткие. Пожалуй, добавим для пикантности еще один острый перчик. Вернемся к фаршу. Он уже практически готов. Солим, примерно 2 чайные ложки соли. Пол чайной ложки черного молотого перца. Также добавляем чайную ложку сухой петрушки, чайную ложку сухого укропа и пол чайной ложечки молотого кумина и чайную ложку куркумы. Теперь добавляем внутреннюю часть томатов. Перемешиваем. Все, фарш у нас практически готов. Высыпаем свежую зелень с острым перчиком. Перемешиваем. Закрываем крышку и оставляем на медленном огне минут на 7-10. Итак, фарш у нас готов. Мы переложили его для удобства заполнения в отдельную посуду. Кстати, сковородку можно не мыть. Именно в нее будем потом собирать все наши фаршированные овощи. Так. Ну что ж, начнем заполнение. Да, мы заполним помидоры, баклажаны и перцы, но вначале мы поставим готовиться перцы и баклажаны. И когда перцы уже будут практически готовы, мы тогда только положим помидоры, потому что помидоры готовятся быстро, и чтобы они сохранили форму, мы их положим в последнюю очередь. Начнем с перцев и томатов, это проще. Заполнять надо очень плотно, мясо не жалеть. Заполняем таким образом, что у нас как бы крышечка овощи чуть-чуть приоткрыта. Вот так вот. Открытым ротиком. Видишь? Кстати, когда я последний раз был в Баку, с удивлением узнал, что сейчас в Азербайджане в ресторанах это блюдо называют «три сестры». Почему три сестры, а не три брата? Ведь баклажан, перец и помидор все мужского рода. Никто не знает. Чехова, что ли, так любит?
перцами Перцами. и помидорами мы закончили. Теперь заполняем баклажаны. Да. Открываем кармашек нашего баклажана. Чуть-чуть его присаливаем с двух сторон. Кстати, остальные овощи тоже присаливайте слегка. Хотя фарш мы уже посолили, это не помешает. И начинаем укладывать наш фарш. В баклажан помещается достаточно много мяса, поэтому важно, чтобы они были размером поменьше. Овощи мы заполнили. Итак, наши 3 сестры готовы для того, чтобы окунуться в нашу сковороду. Да. В принципе, можно делать в той сковороде, в которой вы тушили мясо. Можно делать в кастрюле, в сотейнике. Это все зависит от возможности вашей кухни, от той утвари, которая у вас есть на кухне. Мы делаем в нашей сковородке. Начинаем с баклажанов и перцев. Заливаем кипяток так, чтобы вода покрыла овощи примерно до середины. Они еще сами дадут много собственного сока. Закрываем крышкой и ставим на средний огонь минут на 15-20. Ориентируемся по готовности перцев. Когда перцы почти готовы, выкладываем томаты. Закрываем крышкой и оставляем все наши овощи еще на минут 15-20. А пока приготовим простой соус к нашему блюду. Берем 200 грамм несладкого йогурта или кефира, выдавливаем 2 зубчика чеснока. Нарезаем немного зелени, петрушки, укропа, кинзы, кому что нравится. Мы взяли ту, что была под рукой, несколько листиков мяты и немного кинзы. Высыпаем зелень в йогурт. Перемешиваем. И все, наш соус готов. Ну что, пробуем? Красота. Не хочешь портить? Не хочу. Ну надо. Надо. Надо, Федя. Так, ну что, соус у нас готов. Наш кефирный соус с чесночком и зеленью. Мы так вот кладем на каждую нашу красавицу. Можем приступать. Приятного аппетита. Бон аппетит. Надо еще и хлебушек. Так. Очень Кулинарный шедевр. душисто и ароматно. А вот этот вот белый соус с чесночком придает столько пикантности. Офигенски. Я попробую перчик. А я баклажанчик. Даже без мяса его возьму. Как он приготовился. Ну как?
Прекрасно. Фантастика. Шедеврально. Ну что, друзья, предлагаем вам повторить этот шедевр. Все предельно просто. Стоит рискнуть. Рискуйте, ребята, и у вас получатся такие красивые овощи, начиненные фаршем. Причем фарш можно брать любой. И бараний, и куриный, и говяжий, и смешанный. Единственное, что придерживайтесь вот этих 3 этапов, о которых мы вам рассказывали. И приятного аппетита! Приятного аппетита. Всем пока. Пока!